Мои приветствия всем! С вами Алена Старовой, это проект «Ключи мастерства». Я рада видеть вас на очередном разговоре на диване. Сегодня мы с вами говорим про коридор затмений, в котором мы уже с вами находимся. Всем пламенный привет. Я тут, оказывается, в торопях не то время выставила трансляцию. Надеюсь, все-таки все смотрят не на то, что написано в плеере, а хотя бы в текст заглядывают, где точно было указано время. Итак, всем пламенный привет. Напомню, что у нас с вами идет мультистрим, соответственно, основная трансляция в YouTube, Рутюбе и ВК. И сейчас я пойду проверю, запустились они у нас там или нет. Так, и параллельно мы с вами... Так, в Рутюбе вижу, пошло, замечательно. Параллельно трансляцию пытаемся вести в запретграмме и запретбуке, которые теперь уже совсем стали запретграммами и запретбуками, совсем запрещенка. Ну, кто там пытается смотреть, если связь будет плохая, вы слышали, куда переходить. Так, в Ютубе десяточки вижу. Вообще меня, конечно, удивляет, когда начинают люди, вот, мы не можем зайти, не можем попасть. Вот, значит, чтобы мне провести эфиры, надо включить VPN, иначе в YouTube и в запрещенные сети не зайти, ну вот это нормально. Да? А когда доходит дело до личного, почему-то какие-то возникают вопросы. Но это отдельная история. Мы сегодня с вами говорим про коридор затмений. Но вначале давайте сделаю анонс, потому что сентябрь у нас богатый на знаковые какие-то даты. И у нас ключевой момент, это будет главное портал «Врата этого года» 999, потому что 2025 складывается в девяточку, и нумерология здесь не сильно причем. Все врата, которые мы проходили, все девятки, в течение месяца, их было минимум 2-3 каждый месяц, вот они были подготовкой к этому кульминационному моменту. Скажем так, большая смерть и большое перерождение назвать можно так, поэтому 9, то есть 9 сентября мы с вами встречаемся на групповой медитации. И плюс у нас с вами еще в сентябре празднование Дня осеннего равноденствия, если не ошибаюсь, 22 числа, но у нас, соответственно, там тоже будет празднование. Что групповая медитация, что празднование у нас – это 2 трансляции с медитациями. Поэтому ждем вас. Это так, если коротко. Дальше. Открытых трансляций, вот таких вот разговоров на диване будет меньше, потому что, поняла, люди воспринимают послушали, расслабились и пошли дальше. Я переключаюсь плавно на трансляции, где есть практики. Соответственно, они будут проходить в цикле курсов, как тот курс, который мы буквально вчера запустили. Да, это цикл медитаций или медитативный курс, который называется «Разговор со своей душой». Вчера, конечно, сайт обвалили, причем вываливали несколько раз. Сейчас вроде все работает. Посмотрим, как будет дальше. Но это планы на сентябрь. Соответственно, кто у нас, может быть, не сильно в курсе, мы по четвергам в 13:00 встречаемся вот для записи материалов для этого нового курса. Медитация соединения со своей душой плюс 2 упражнения уже записаны и выложены в центре обучения. Соответственно, следующая трансляция у нас будет в четверг в 13:00. Расписание мы, в принципе, в начале месяца вешали, но поскольку трансляции не было, что-то как-то форс-мажор на форс-мажоре в эфир не получалось выйти, если учитывать, что я ограничена всего часом-полтора дневного времени, когда тишина. Соответственно, вот озвучиваю. Сегодня мы с вами говорим про коридор затмений. Я сейчас не буду повторять то, что из года в год на коридор затмений говорю, и, соответственно, весной говорила, просто вот очень-очень коротко, основная часть какая. Что коридор затмений – это не просто затмение. Последние годы их 2, бывает 3. Соответственно, ближайшее затмение у нас уже 7 числа, то есть через 2 дня. Это лунное полное затмение. И потом солнечное затмение 21 сентября, которое идет прямо там стык в стык с днем осеннего равноденствия. Вот это получается сам коридор. Но если бы нас плющило, колбасило только когда день затмения наступает, это было бы, наверное, хорошо. Но есть такое более обширное понятие, как червоточина. И когда-то я поясняла его принципы, что это ускоренная дорожка, можно вот пройти достаточно большой опыт за этот период. Что нужно понимать в контексте со связкой с коридором затмений? Что в ближайшее новолуние до затмения, затмение на полнолуние лунное происходит, да, соответственно, начинаются выстраиваться процессы.
Ближайшее новолуние у нас было 23 августа, соответственно, с 23 августа мы с вами так плавненько, а некоторые даже очень резко ворвались в эти энергии. Соответственно, само затмение – это чисто вот кульминация того потенциала, который был набран. Поэтому мой первый вопрос к вам. С 23 числа уже прошло достаточно большое количество времени. Как физически себя ощущаете? Ну, то есть физически. У любого процесса есть несколько направлений. В данном случае мы смотрим на физическое состояние. Очень большая нагрузка идет сейчас на нервную систему и на энергетическую систему. Почему, позже обсудим, но сам факт. Вот как себя сейчас ощущаете? Потому что мне даже пост пришлось в телеграм-канале написать насчет того, что очень странное какое-то двоякое ощущение. Не скажу точно, на этой неделе было или на прошлой, но вот описывалось оно таким вот образом. То есть, с одной стороны, вот если сейчас внутрь себя заглянете, да, там прям вот стена этого горячего потока бежит по позвоночнику, и сердце вырывается и так далее. То есть, с точки зрения проводимости энергии, поток энергии очень большой. Его можно не замечать, занимаясь бытом и повседневными делами, но если вдруг заглянуть внутрь себя, да, в частности, сосредоточиться на сердце или просто, не знаю, там какие-то телодвижения, руками помахать, поделать, соответственно, поток энергии ощущается очень большой. Но в какие-то моменты, возможно, нахлынывает, вот знаете, прям как у девочек это называется до слез. Вот ощущение бессилия, как будто бы хочется все бросить и послать подальше. Но это уже психологический такой компонент, да. И на фоне этого кажется, что ну вот энергии нет, ничего нет, ну вот знаете, как вот трэш полный. На самом деле это не так, ну то есть это вот энергетическая, физическая составляющая одна, отдельно, здесь вот это эмоциональное и самое главное то, что поднимается как будто бы отдельно. И если вы владеете практиками, да, переключения себя и не начинаете включать ум и забачивать, что же стоит за этим состоянием и так далее, ну, то есть не гнобите себя, на выходе очень быстро обратно возвращаешься в это состояние потока. Внутри всякое разное. Но внутри поднимается это другое, да. Я вот именно про физическое. Поэтому я хочу сегодня в трансляции разделить. Есть физическое состояние, есть психическое, то, что мы проживаем. Скорее, оно даже не психическое, я бы сказала, ментально-эмоциональное. И это непосредственно связано с тем, что вот сейчас проходит через нас. Не могу сказать, что подгружается, но проходит через нас. Я с температурой слегла, со всеми симптомами, давно такого не было, но одновременно чувствую печение в духовном сердце. Так, могу даже прицельно спросить, что у вас вот тут происходит на затылке. Есть какие-то ощущения еще в голове и на затылке? Именно с точки зрения физики и энергии. Так, последнюю неделю августа плакала каждый день после пробуждения, слезы лились ручьем. С начала сентября много сплю, ступни горят. Это вообще прям отдельная история. Так, последние дни хорошо, бодро. До этого был день в лёжку. А вот, кстати, какой же день я там дрыхла-то? Вчера была трансляция, в среду, наверное, прям вырубила капитально. Но это вот к заботе о физическом теле. С 18 августа давление скачет, слабость. У меня была повышенная тревожность. Ну, тревожность у нас кулончик купила в Озоне. Позолоченное серебро. Непроверенный продавец, просто мне понравилось. «Береги себя», что ли, называется, или как-то магазин. Ну, в общем, первый попавшийся выбрала, просто я хотела большой. Еще, видите, даже цепочку не купила. Так, странно качает, иногда вырубает. Так, стараюсь читать везде комментарии. Пока у меня получается, но как только во вкус говорения войду, сразу отпадет возможность. Так, мурашки на затылке, обруч немного сдавливает, но смотрите. То есть я к чему эти вопросы? Это вот физическое состояние, да? Вот в связке с тем порталом, который у нас будет 999, и про который мы будем прицельно говорить на групповой медитации 9 сентября, мы же цикл статей вам выложили, да, начиналось оно с разбора понимания, что такое космический Христос, или иначе можно назвать, да, объединенная душа, там, где полярности ваши объединены, мужское и женское, и вообще все полярности, дуальности, противоположности. И там отдельно вот разбирали тему сакрального женского, что это такое, да, в наивысшей ипостаси, и
а вот это суверенное мужское, начало рождения которого, прям очень аккуратно со словами, начало рождения которого у нас и назначено на 999, о котором мы будем говорить. А проявление на самом деле будет не раньше вот весеннего, получается, равноденствия. Ну, потому что то, что заявляют высшие силы и каналы, требует времени на воплощение. Когда уже до людей дойдет, это вот большой-большой вопрос. Посмотрим, как оно пойдет. Ну, и зависит от того, конечно, что мы с вами делаем. Но суть такая, что идет накачка энергии именно вот от Божественного Отца. Ну, кто цикл статей читал, вы понимаете, да, есть Божественный Отец, Божественная Мать, с религией, с христианством это никак не связано, так же, как космический Христос. Это вообще не религиозная тема, я бы сказала, в некоторых моментах, наверное, противоречит ей. Но Божественный Отец. Соответственно, у нас есть два потока, которые через нас якорятся, заземляются, соответственно, для того, чтобы мы с ними взаимодействовали, точно так же, как передатчики транслировали вовне. Если многие года направление шло именно на якорение божественной женской энергии для того, чтобы переписать, но эта история, я говорю, еще вот года с 2005-го, я помню, кто помнит, да, Дарнвала Мельхиседек, «Цветок жизни», вот там было. Потом про кундалини книга была. Ну, в общем, это вот такая махровая давняя история. И, наконец-то, вот мы это заикарили. Это можно поставить в плюс, все. Но просто объем, да, сколько лет потребовалось для того, чтобы женщина внутри могла соединиться с Божественной Матерью. То есть, чтобы это стало доступно абсолютно для всех, а не только для тех гиков, которые сверхпрофи в теме духовного развития ставят собой для себя эту цель вот всей своей жизни. Таких среди нас немного на самом деле. А сейчас идет энергия Божественного Отца. Вот если смотреть материалы Лорен Гарго, у нее есть две точки входа. И такое концептуальное должно присутствовать, что сознание она считает мужским, да, а вот вещество, субстанция, да, материя сама по себе – это женское проявление. И вот мужское, божественное сознание, да, мужской поток – он заходит принципиально через ту чакру, которую, кто в теме, называется чакра Вознесения. Вот она находится вот здесь, вот в нижней. Вот если на череп поставить, там вот есть ямочка такая. Прям вот там, где, получается, позвоночник входит в череп. Я не дружу совсем с устройством человека, поэтому я могу только вот нащупать и сказать, вот там вот находится эта чакра, чакра Вознесения. Про нее, кстати, информация давно есть в интернете. Чакра Вознесения. Таким образом, поток проходит через коронную чакру и заходит туда. Это вот, согласно, опять же, Лорен Гарго, есть четкий автор, к которому можно обратиться, если кого-то интересуют детали. Вот божественное сознание – то есть мужской принцип, и, соответственно, поток энергии от Божественного Отца заходит именно туда. Это создает повышенное давление напряжения в нервной системе. Кто больше в теме парасимпатической, да, и второй части нервной системы, вот для вас это знак. Соответственно, нервы напряжены, ощущения расслабленности нету, может присутствовать напряжение, ощущение какого-то тонуса. А если у вас сама по себе повышенная тревожность, завязанная на солнечном сплетении, вот мы получаем такое ощущение давления, напряжения и такой повышенный стресс-фактор через тело. Только потому, что эта энергия идет, закачивается, накачивается и проходит огромным-огромным потоком. Поэтому нужно не пытаться найти объяснение, как я обычно говорю, да, все это придет потом. Нужно позаботиться о себе. Сейчас вот кто телом не занимается, любые практики на расслабление, а у нас шейный отдел никого шею не клинило в последнее время, я вот точно вижу на курсах, поясницу хватает, да, но это наша более женская, скажу, такая боль, и шею клинит. Вот все, что можно, да, для расслабления. Есть много разных практик. Для таких ленивых, как я, это вот когда валик есть дома, или сворачиваешь полотенце, да, и лежишь просто-напросто, расслабляя вот здесь вот те зажимы, которые у нас есть. Точно так же под поясницу. Но сейчас я говорю прицельно вот про большой поток энергии, который идет через чакру Вознесения. Все это будет идти в очень большом таком, это, в общем, входная точка.
Вот что такое врата, да? Это входная точка, через которую проходит энергия. Это не значит, что она туда прям заходит. Все равно энергетическая система выстроена так, что если поток идет сверху, он проходит через коронную чакру, потом проходит через вот эту затылочную часть чакру Вознесения, и потом вдоль позвоночника, включая сердце. Да? Женский поток и божественное женское, он заходит, кто читал цикл, да, через, как ее называет она, чакра лона жизни, которая примерно находится там же, где точка Хара. И точно так же проходит по позвоночнику, в сердце и так далее. То есть энергетическая система задействована вся. Но просто вхождение, да, откуда бы она ни зашла, то есть вот врата считаются, да, это чакра Вознесения и чакра лона жизни. И два жизни потока божественных, которые накачиваются по полной программе. Поэтому кто заметил у себя вот здесь вот какие-то симптоматику, да, это может быть связано с этим. Ну и плюс ongoing процесс, то есть вечный процесс, он, по-моему, начался, ну, где-то летом начался и не прекращается, поскольку вот эта чакра задействована очень сильно, как говорит, лона жизни, да, то на выходе, в общем, в районе сакральной чакры все это происходит, просто немножко на другом уровне. Там ощущения, ну, извините, в прямом эфире говорю, вот когда боли бывают у некоторых при менструациях, да, там какое-то напряжение, какое-то вот такое вот, ну, тонус мышц матки. Это я помню вот со времен беременности. Мне такой диагноз ставили, клали меня в больницу. Вот такое ощущение. А к матке это особо отношения не имеет, но по ощущениям там может быть напряжение. Поэтому расслабление наше все на ближайшее время. Еще раз говорю, этот процесс не закончится, да, 9-9, но, по крайней мере, что-то там, да, народится. Теперь возвращаемся четко к коридору затмений. Да, вообще этот коридор, он связан именно вот с этим процессом, завязан на 9-9, соответственно, он для него прочищает путь. И поскольку идет вот этот поток энергии от Божественного Отца, на выходе что делается? Перезаписывается, да, вот эта архетипичная энергия низшего мужского в ментальном проявлении. Сори, но это все наши конструкции ограничения, связанные с контролем, подавлением, манипуляцией и так далее. Но только на уровне ментала. И на выходе вот это вот психическое проявление, кто столкнулся с обострением в отношениях, особенно прицельно с 23 августа. Кто столкнулся до этого, это мы с вами часть разбирали, да, связанная с мужской энергией, начиная с солнцестояния летнего. Но вообще, вот если смотреть, я внимательно читаю комментарии, которые в Телеграм-канале, то, что пишутся в отчетах на курсах, у нас там вроде как пишут о том, что делают, да, но все равно так или иначе вот эти вот выяснялки какие-то с мужьями вдруг всплыли. Ну почему? Потому что для многих тема отношений до сих пор является той точкой, которая позволяет высветить нечто. Ну, среди духовной братья, я думаю, так, оставь нас в покое, когда нет никого, и не надо отвлекаться на быт, мы будем все такие прям нейтрально божественно идеальные. Для того, чтобы увидеть, да, где там что. Это не то, что недоработано, да, где остались какие-то трансформационные темы, которые можно задействовать. Вот здесь вот наши дорогие партнеры вступают в прямое действие, нажимая на все красные болевые точки, на которые только можно нажать. Нервная система прям вся ощущается, буквально все нервы чувствую. Так. У меня контроль красной тряпкой уже недели 2, но это связано с дочкой, так как мужчины сейчас нет. А неважно как, это же мужская энергия, она находится в каждом из нас, в разная пропорция. Да, у кого-то, опять же, ну еще раз, цикл, да, вот там, где было про рождение суверенного мужского, там очень четко прописана вот эта архетипичная низшая энергия мужская, которая доминировала последние тысячелетия, она у многих из нас. И я там отдельно прям собирала список, да, как это проявляется у женщин, потому что это не про мужчин. Причем там с двух сторон мы эту тему рассматривали, как это проявляется у женщин, у которых преобладает вот эта вот мужская энергия, да, дисциплина, воля, продавливание, вот давление, чтобы было как я хочу и так далее. Но есть же оборотная сторона, когда наоборот женщина бежит от этого.
И, соответственно, вместо того, чтобы совершить действие, кому-то позвонить, с кем-то договориться или банально в лоб задать вопрос, вместо того, чтобы додумывать, да, разные вещи какие-то, послушь, да, то есть излишняя пассивность, потому что вот эта вот мужская энергия не проявлена. Ну, то есть тут вопрос в балансе, не случайно. Да, нас вот осеннее равноденствие в очередной раз будет балансировать. Так вот, я сейчас вернусь к материалам Лорен. Она там еще писала про Уран ретроградный. Вот я в астрологию вообще не полезу, даже вникать в нее не хочу. Что нужно, да, что идет перестройка коммуникационной системы тела ума для того, чтобы чистота суверенного мужского вошла в наше тело. Я вот отбрасываю то, в чем не разбираюсь, если это вам о чем-то говорит, зачитала, но сам факт, да, перестройка, точнее подготовка коммуникативной системы ума тела для того, чтобы частота суверенного мужского вошла в наше тело. Посылается суперпродуктивный импульс по высшей нервной системе, который выходит за рамки отклика «стой, бей, замри», да. Это главный отклик у человека. Три рефлекса, 3 реакции, которые срабатывают на автомате. И стимулирует тонкий механизм вот этой чакры. У нее она называется «Уста Бога». Мы ее знаем как чакру Вознесения. Для того, чтобы взломать, да, старые ментальные решетки и открыть новые пути для высшей коммуникации. Там, может быть, даже не взломать, а препятствовать работе. Сейчас я открою. Проводчик. Ну да, сорвать. Нарушить работу старой решетки ума. Фактически звучит это так. Это вам небольшая цитата. Ну и в целом, да, в связке с лунным затмением, которое у нас с вами вот будет буквально 7 числа, идет вычищение искаженных шаблонов эпохи рыб. Да? Чем отличаются эпохи рыб от эпохи Водолея? Про эпоху Водолея мало чего известно, кроме взрыва большого, да, технологических всевозможных новинок, ну и там всякие разные расы и так далее. А вот эпоха рыб, главный ее принцип, да, это принцип страдания, принцип жертвы. И вот это продолжает вычищаться и подниматься раз за разом на каждое равноденствие, на каждое солнцестояние, в данном случае на коридор затмений. Это вот бесконечный процесс. Соответственно, в очередной раз идет вычищение. Для того, чтобы проложить путь к рождению божественного мужского Христа на земле. Электрическую трансмиссию ясности, суверенности, которая будет выражена через чакру Вознесения, да, которая будет живым каналом к Слову Бога. То есть это начало перепрошивки. Кто помнит такое давнее слово, хорошее такое, да, перепрошивки. Которое позволяет потоку энергии Христа не зайти более полно через эту чакру в воплощение. И, соответственно, этот поток божественной силы через чакру Вознесения делает настолько проще коммуницировать с истиной души и состояние чистого присутствия, когда мы полностью заякорены в божественной нейтральности, когда Слово Бога не только произносится, но на самом деле воспринимается теми, кто вас окружает. То есть звучит очень красиво, да? Но это опять же перепрошивка ментальных программ. И вот здесь вот связка, да, кроме того, что энергия заливается, в очередной раз идет очищение, отпускание, освобождение от программ жертвы.
И вот здесь вот жертва, страдания, вот это вот ощущение бессилия, хочется все бросить, или когда что-то не по-моему, я себя поймала, я прям была в шоке, да, что задолбалась я уже. И вот это. Оно не то, что не так, да, но сейчас вот столько препонов, даже для того, чтобы вот эфир запустить, столько всяких надо лишних кнопок нажать. Раньше что, YouTube запустил, везде повесило, нормально. Сейчас приходится каждый раз танцы с бубном, и каждый раз что-то еще вот хлеще, 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 хлеще. Сейчас 1 сентября еще пачка законов новых вышла, еще сильнее усложнение взаимодействия работы. Вот иногда хочется, задаешься вопросом, а нафига тебе вообще это надо? Поэтому кто вот коридоры затмения проходит на ура, вообще не обращая внимания, я вас с этим поздравляю, но все равно на самом деле есть чему подняться. Самое главное, если у вас остается связка вот с эго-личностным, да, и вы при малейшем каком-то незапланированном событии проваливаетесь в эту личность, вот этот коридорчик будет ваш. И это точно. А у меня очень завышенная либидо было, нетипично, в общем, середины августа. С мужем не разговариваем. А с мужем, не, в смысле, с либидо, кстати, да, вот там вот эти шевеления, которые говорила, да, девочки, кто заметил? Хорошо сформулировали, повышенная либидо. То есть не факт, что это должно дойти, да, до какого-то физического сексуального контакта, но то, что там ощущение в разы больше, но опять же, да, оно как какой-то... Ну, вот и хорошая вот эта фраза про тонус матки. Я не сильно понимаю, что она означает, но вот такой вот, как будто бы там что-то такое происходит. И оно так именно и ощущается. Прорабатываю контроль навязывания своей воли детям. Мгм. Много раз ловила на мысли, как все надоело, тут же понимание, мысль не моя, я хочу жить. Очень важный процесс. Вот на самом деле мы еще не до конца распаковали то, что подгружалось вот на врата льва 8 августа. И на самом деле не принципиально важно распаковывать прямо сейчас, потому что начиная с октября, да, начнем уже ощущать вот эти энергии следующего года, и там оно потихонечку выстроится. Я прям рада, что у нас на это есть 3 месяца, октябрь, ноябрь, декабрь, прежде чем мы целиком полностью нырнем в энергии. Но на самом деле это прям такое завершение большого какого-то грандиозного цикла для многих. И вот я не люблю эту тему, когда в нее заходят, да, про разделение миров. Все-таки мы про объединение, да, про единение. И основная задача все-таки научиться видеть взаимосвязь всего и вся. Не додумывать, не обобщать, когда я соединяю несоединимое, да, но видеть вот как одно с другим взаимосвязано. Это совершенно на другом уровне происходит. Поэтому я не очень люблю, когда начинают писать на тему того, что вот миры разделяются, реальности разделяются, частотные диапазоны разделяются, как будто 2 человека рядом живут. Хотя, с другой стороны, вот в семьях есть, да, вот я с мужем не разговариваю давно. Вот это как? То есть находишься в одном пространстве, живешь в одной квартире, и при этом как будто бы 2 параллельных существования, которые между собой не пересекаются. То есть с точки зрения психологии мы к этому многие привыкли, как-то так даже сильно привыкли. Но с другой стороны, я вижу колоссальное обострение. Не связано именно с самим коридором, а скорее вот с новым циклом, который начинается. Проявляется это по-разному. Вот это вот единение, да, в одном пространстве собираются, тут не то что единомышленники, знаете как, вот есть же тема, допустим, да, вот постоянно чистят каких-то сущностей. К чему ты не обратился, сущности, 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 вот человек живет целиком в этом, вот у него вот такое видение мира, вот такое вот мировоззрение, соответственно, куда бы он ни посмотрел, он видит только это. Кто-то погружен в тему тотальную, вот эта битва войны, тьмы и света. Да, и вот у них своя вот там какая-то альтернативная линия развития событий, вот они все там. Есть темы попроще, не сильно духовные, это вот этот клан катастрофичных последствий. Сейчас вот Земля перевернется, произойдет переполюсовка, вулканы все взорвутся, там черт что творится, и вот они там готовятся. Да, собирают карты,
где там в Гималае или там, не знаю, в Анды нужно спрятаться для того, чтобы там вот тебя это не затронуло и так далее. Ну, то есть разные совершенно вот темы. Кто-то целиком полностью не видел, чтобы у нас было это сильно как-то проявлено, но я, в принципе, такие вещи просто не читаю. Да, по поводу вот проявления инопланетян и вот эти вот НЛО, бесконечные ловли, которых вот сейчас вот дофига и больше видео, мне периодически в телеграм-каналах попадаются. Ну вот они вот живут в этом, ну то есть они направляют свое внимание вот на это. И вот идет какое-то такое обострение очень сильное, когда ментально ты раскачан, точнее человек раскачан ментально, он может быть очень знающим, может быть очень начитанным, может быть вот еще каким-то, а личностно не сбалансированным. Ну вот в моем понимании человек, который достиг, как вот было сказано, вот этой состояния божественной нейтральности, он в принятии к любой точке зрения. Совпадаете вы политически, не совпадаете. Мировоззренчески, допустим, да, вот все, что я перечисляла, мне вот абсолютно чуждо, но я спокойно отношусь к тому, что каждый играет свою игру. Ну, нравится ему такая игра, пусть играет. Кому-то нравится ловить инопланетян, кому-то кто-то в Америке есть такое прям огромное течение, движение, они там собирают доказательства, как инопланетяне вот воруют людей. Ну, я вот с этой историей, вот я помню, когда Советский Союз развалился, и вся эта информация хлынула вот с этого. У меня до сих пор где-то на даче лежит большая подборка статей, уже не помню, как эта газета называлась, там вот прям это все. Ну вот человек живет в такой картине мира, окей. Мне от этого ни холодно, ни жарко. До тех пор, пока мне не пытаются это навязать. Вот у нас в последнее время даже в телеграм-канале всплыли некоторые персонажи, которые вот активно транслируют вот свою какую-то там тему сансары, колесо, перевоплощение, ловушка. А еще отдельная мощная тема, да, что мы здесь все собраны для того, чтобы вот от нас отсасывали энергию, это единственная цель. Ты. Нравится кому-то в это верить, ради бога. Только не надо эту муть нести ко мне в канал, допустим, вот на моей территории. Мне как-то вот без этого вполне прекрасно живется. Но к самим людям у меня, вот говорю, нету никакого ни осуждения, ни какой-то такой эмоции, пока человек не лезет куда-то. И не пытается свое вот это вот мировоззрение, такое, какое у него есть, навязать. Вот это для меня вот это состояние до определенного духовного уровня, вот это ощущение божественной нейтральности. Если что-то происходит не так, мне не понравилось, кто что сказал, мне не понравилось, во что человек верит. Вообще это не твое собачье дело, во что верит другой человек. Согласитесь? Нет же, нам же хочется заставить, нам хочется, чтобы муж думал так же, как и я, или чтобы была жена такая же точно, как и я, и так далее. Но извините, это вот тема балансировки своих личностных качеств, выковыривания из себя того, что, по сути, на самом деле ограничивает вас. И опять же, желание есть это выковыривать или нет? Нету, ну окей. Только давай где-нибудь в другом месте это делай, а не рядом со мной. У меня вот такая вот позиция. Но вот это обострение, оно наблюдается прям. Я вначале в поддержке увидела одно сообщение, которое меня прям так это удивило. Когда, знаете, люди из того, как они пишут, видно, что совершенно личностно в данный момент не сбалансированы, при этом пытаются вещать вот с точки зрения ума до каких-то высоких материях, высоких вещах. Вот это разделение сейчас идет, но я не вижу в этом разделении, я вижу, скажем так, проявленность. Я вам напомню основное отличие того, во что мы вошли, на врата льва. Назвался груздем, будь им. И неважно, груздем какого цвета, какой квалификации, какой степени прожаренности ты назвался. Вот это важно. Понимаете? Все остальное, оно вторично. Ну, то есть, когда разрыв между тем, что ты декларируешь, тем, что ты чувствуешь внутри, о чем думаешь и как ты себя ведешь, он сжимается. И это не врата рая, да, там, где тебя проверяют, или как это было, взвешивали на весах, да, твоя душа светлая, не светлая, или какое-то у Вебера, да, там все, какие-то те баллы начисляют. Но момент, когда
разрыв сокращается, и на выходе у тебя, вернее, не у тебя, а у того человека, который вот в этом внутреннем раздрае, конфликте находится, думаю одно, говорю другое, действую иначе. Вот это пространство, да, само пространство, возможность для того, чтобы это делать, оно сокращается. И, соответственно, с каждым разом ощущается все больше давления, все больше напряжения, и, соответственно, все больше ощущений несвободы. Ну, иди сюда, не сиди там. Ощущение несвободы. Потому что на самом деле размахнуться некуда. Но только тут не кто-то другой виноват, да? А ты сам для себя вот это пространство сужаешь. И одна из основных задач, да, наша расширять вот этот диапазон пространства, снимая все эти вот эти ловушки, ограничения и так далее. Но только не кидайся, когда видишь на кого-то, когда ты увидел слово «обязан». Как-то иначе это все выражаем. Так, и сейчас еще знаете, что зачитаю? А там открыта дверь, сама открывай. Значит, полная луна в рыбах, это вот про затмение, просит первые 2 волны тотально выйти из коллективной памяти страдания и трансмутировать его обратно в любовь. Для того, чтобы алхимизировать вес нашего древнего прошлого в топливо для нашего настоящего, текущего, имеется в виду, да, перерождения. И это затмение растворяет искаженный импринт рыб, завязанный на жертву и жертвенность, и открывает проход в высший потенциал единства, божественного сострадания, сознания единства и воплощения духовного мастерства. Но это, опять же, призыв и обращение к первым 2 волнам пробуждения. И на выходе. Да, вот перед нами такое мощнейшее время. Еще раз, жертва и жертвенности. Вот мы в тему религии вообще не заходим. Я очень, конечно, люблю ездить по всевозможным храмам, заходить внутрь, смотреть, считывать, чувствовать, что там происходит. Но им я, кстати, с подачи тут одного канала научилась для себя разделять, что есть вера, да, в божественное, и неважно, во что ты, в кого ты веришь. То есть есть нечто божественное, вера, есть церковь, как здание, а есть отдельная религия, как свод правил и самое главное, ну что-то типа корпорации. Вот я для себя на 3 части разделила, и мне прям сильно-сильно полегчало, иначе у меня были какие-то такие вопросы, завязанные в том числе на незнании и на нежелание погружаться куда-то там далеко. Но вот то, что стало в определенный момент, вот как жертва, жертвенность. У нас, по крайней мере, в православии есть какие-то страстотерпцы, даже слово не произнесу, мученики. Ну, в общем, знаете, как пострадавшие через, опять же, распятие, изничтожение, физическое сильное страдание. И вот этот вот крест, он все равно в коллективном поле ощущается. Поэтому это не просто жертва с точки зрения человека, когда я жертвую собой, да, но там есть еще целый пласт коллективного такого, я бы сказала, распятия. Когда причины и следствия переставлены местами. Что-то произошло вследствие или потому что между ними большая разница. Ну, типа то, что Христу пришлось, Иисусу пришлось зайти на Голгофу и через распятие, да, достичь определенного состояния, ну, то бишь соединиться со своей божественной частью. Это не значит, что всем нужно проходить через страдания и распятие для того, чтобы войти в это состояние.
Он это сделал так. Можно сделать иначе. И выбор перед человеком. А у нас это вот прям прописано, да? Особенно, когда вы находитесь в созависимых отношениях. Вот это растворение, жертвенность, зависимость, растворение в другом человеке очень прям сильно-сильно давлеет. Поэтому, казалось бы, вроде как ничего такого критически важного не происходит, ни с точки зрения событийности обычно, да. И если там даже вот в отношениях конфликт вспыхивает, он вот прям на какую-то мелочь. Но просто сейчас вот невидимый взгляду слишком много всяких разных процессов либо приходит к завершению, да, а девятка – это завершение, это смерть, это умирание, это окончание чего-то. Или для того, чтобы переродиться. А мы вообще, вот я не знаю, как вы, с точки зрения психологического своего ощущения, мне, например, очень... я люблю за всякие вещи хвататься. Я называю это вообще проявлением тельцовской природы, но на самом деле здесь телец не сильно-то и при чем. Ну, просто вот что мое, ношу с собой из этой серии. Вот раз оно мое, пусть оно будет мое. Это, знаете, какое-то больше связано с желанием обладать чем-то. И пусть оно даже тебе не нужно, да, когда оно куда-то там теряется, исчезает, почему-то вот поднимает очередную волну эмоций. И на выходе вот для того, чтобы вот пройти через процесс перерождения, там основным элементом вот это отпускание. Ну, блин, ну вот сколько мы нож тянули. Тянешь, 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 уже падаешь, уже идти не можешь, а все равно тянешь. И даже мысли в такие моменты, да, не появляются, что можно вот, ну, просто разжать руки, чтобы все это отвалилось. Причин много. И страхи, и потерять боязни, там. В общем, больше боимся последствий. Вместо того, чтобы вот отпустить, да, хватку и посмотреть, что вообще при этом разворачивается, когда ты не держишься за это. И поэтому это получается похоже вот на умирание, прям реально умирание. И страдаешь же при этом, и накрывает при этом. Вместо того, чтобы вот отпустить и дать возможность увидеть. Ну, в смысле, пространству дать возможность, да, раскрыть, а что там. Ну вот я отпустила, все, я больше не хватаюсь, я больше не держусь. Что там в ответ раскрывается. Здесь, конечно, вот эта позиция наблюдателя и вот это ощущение нейтральности, оно, конечно, очень нужно для того, чтобы вот не хвататься, не накручивать себя. Но это бесконечный процесс, да, вычищения всех этих конструкций из ума, потому что мы тут вот в том году, получается, да, практику принятия записали. Там мы впервые взялись за работу с убеждениями. И я впервые за долгие годы, вот просто участников было очень много, наглядно увидела, что даже, казалось бы, духовное развитие, вот эти все концепции на тему единства, объединения, на самом деле в нашем трехмерном уме превратилось в очередные ограничения, которые аукаются, 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 их разгребать, разгребать и разгребать. Ну, в общем, даже светлое, прекрасное может превратиться в кандалы, которые тебя ограничивают. Это, конечно, удивительно. Мы вообще настолько удивительно скомпонованы, вот честно, прям обалденно скомпонованы. А у кого в запретграмме что-то там зависает из запретбуки, вы же сами выбираете тут смотреть, а не там, где ничего не виснет. Поэтому невозможно выйти из России в запретграмм, если не включен VPN. Когда VPN включен, глючит абсолютно все. Поэтому если у кого-то что-то заикается, можно не смотреть вообще, либо пойти туда, где точно не заикается. Но это кроме тех ограничений, что связь мобильная. Вообще вот мы сейчас летом же проехались по южной части России. Вот вообще, вот на самом деле сейчас путешествовать очень сложно. Вот привык на машине, да, мало того, что надо заранее позаботиться о том, чтобы все карты были оффлайновые скачаны, и то можно заблудиться по-хорошему, нужно возвращаться к физическим. Помните, такие раньше атласы были автомобильных дорог, вот к ним, потому что в любой момент может все отказать, и ты понятия не имеешь, ни где ты находишься, ни что. Самое главное, среди ночи. У меня еще как-то Марис, вот не знаю, каким местом он чувствует, мы еще это
был парадоксально 2 часа ночи, да, когда ты заблудился, и спросить не у кого, потому что вообще на дорогах никого нету. И вроде как недалеко должен от отеля находиться, попробуй его найди. Вот Марис это как-то делает. У меня, кстати, вот много раз было жена, я бы там бросила, говорю, и в машине бы осталось все. Невозможно. Есть регионы, где вообще мобильный интернет не работает. И ладно, если бы это было рядом там с границей, нифига подобного. Просто вообще не работает. И ты, если вдруг съехал с дороги, ну так в Калмыкии оказались, да, карту заранее не скачивали, никто не знал, что мы там окажемся. Но это было, конечно. Зато я вот новый навык приобрела, опять ездить по указателям на дорогах. Столько лет им не пользовалась, все в телефоне, все удобно, а тут на тебе. Ну, то есть, опять же, это хороший такой пример, да, вслед за ограничениями, да, рождается нечто новое. Вот у меня восстановился навык. Я вот помню в школьные и в институтские годы мы только так и ездили. Я помню, как эти карты разглядывали, смотрели, быстренько так это. Сейчас вот приходится возвращаться к этому. Как ни странно. Эх. Со среды происходит что-то не то, затылок слева болит странно, в груди холод, боль, спать хочется, но не получается уснуть. Но не получается уснуть, нервная система напряжения. Я не доктор ни с какой стороны, я каждый раз про это говорю, да, но я, например, магний пью регулярно. Там его есть определенная какая-то форма, которая позволяет расслабляться нервной системе. Соответственно, можно проконсультироваться со специалистами, узнать, надо ли вам это. Но нервная система в напряжении давным-давно. Поэтому я просто его начала принимать, у меня эти судороги от подтягивания начинались сколько-то лет назад, и я поняла, что мне так комфортно, удобно и в разы спокойнее. Но просто, опять же, это сделала не я, а с подачи врача. И мне прям в разы облегчение стало. Ну и плюс расслабление, которое я говорила, да, поскольку большинство зажимов находится в шейном отделе и в пояснице, да, вот расслабляющие упражнения сильно-сильно помогают. Специфично не скажу, да, я не спец по этим. Я просто такая ленивая в плане именно физической заботы о себе, в физике, да, что я для себя ищу ленивые способы, на которых особо ничего делать не нужно. Кто-то же занимается спортом, постоянно делает зарядку, там какие-то растяжки и так далее. То есть у вас есть свой способ. Ну, у меня вот способ для ленивых. Занималась бы чем-то еще, я бы, наверное, еще чем-то поделилась. Но вот мой способ для ленивых. Мне очень помогает ваша передача. Еще помогает одна фраза, не помню, где слышала. Пишу вам сейчас, сверяем, а это мудрому руководству. Все передавать мудрому руководству. Сегодня у нас, кстати, вот видео вышло на этот счет. А именно поэтому сейчас записан вот этот новый медитативный курс «Разговор с душой», где как раз-таки хочу показать ценность, ну, во-первых, взаимодействие с душой и вмещение внутри себя, то есть что нужно расчистить пространство для того, чтобы ей было там внутри комфортно, а не чтобы она за пределами вас где-то находилась, изредка так заглядывая. И следующая часть будет важная. Вот там получается соединение с высшим я, точнее, если правильно курс назвать, его надо было назвать «Разговор с высшим я», потому что разговаривают с высшим я и взаимодействуют. Но эта часть у нас куда-то потерялась. Все-таки эго-личность и вот эта индивидуализация настолько за последние годы расцвела, что желание своего эго ставится в приоритет, даже когда вроде бы занимаешься духовным развитием. А здесь же дело в том, что есть нечто высшее. Опять же, это часть тебя, да, но оно владеет большей мудростью, большим пониманием, большим знанием, и, соответственно, что бы ты ни делал, ты делаешь это после взаимодействия со своим вот высшим я. Ну, то есть прислушиваясь к нему. Я вот эту часть у себя очень хорошо помню много лет назад, когда я слышала одно, ну как же, ну я же такая опытная, я же уже, у меня столько уже вот за плечами пройдено, я же уже чуть ли тут не мастер, такой мастер, сделаю-ка я по-своему. Вот сделаю по-своему, да, это про эго-личность. Там была тема отношений. Ну, на выходе 5 лет убитые в хлам. Ну, это оглядываясь назад, да, результат. А эти 5 лет можно было бы потратить по-другому, а не тратить их на отношения, которые вели совершенно никуда. При том, что у меня было желание, чтобы они вели куда-то. Ну вот.
У нас же есть, да, техника, когда в пирамиде света и силы, там за стол в пирамиде сажаешь, то есть это вообще, в принципе, техника исцеления, но там же есть техника коммуникации, когда ты сажаешь всех за стол, всех заинтересованных лиц, все аспекты, фрагменты, самое главное, высшее я, и вот просишь ясности, да, в разрешении ситуации. Вот мне там сколько раз приходили ответы тогда, ну как же, ну я же такая, ну я же смогу, я же справлюсь и так далее. А на выходе нужно было просто вот капитулировать и довериться. Но опять же, доверие себе в своей более высшей ипостаси, оно не сильно просто нарабатывается. Пока ты понимаешь, что божественная воля, она первична, в том числе для твоей души. И чем больше ты сопротивляешься, чем больше ты тормозишь, тем, ну, вот это напряжение, да, пространство сужается, и у тебя простор для маневра теряется абсолютно. Ну, ты сам себя, по сути, загоняешь в рамки своим отказом, своим сопротивлением, своим неприятием, вот вместо того, чтобы пойти по тому пути, который перед тобой раскрывается. Причем чаще всего ты его видишь очень ясно. Ну, вот я такой была, я помню себя. То есть вначале была вообще упертая, нигилистка, ни во что не верящая. Потом вот эта часть была, да. Этот этап я помню. У меня вот сложно с воспоминаниями, какое была, но вот какие-то моменты наиболее яркие. Ну, вот это было, отношения для меня всегда были важны, поэтому эту часть я запомнила. Так, ну что, есть какие-то вопросы? Про коридор, в принципе, мы поговорили. Про второе затмение, которое солнечное, да, и которое активирует. Я не знаю, проведу эфир, но, по крайней мере, в телеграм-канале точно напишу, когда появится информация, потому что основное, на что обратить внимание, кроме того, что дать облегчение нервной системе, то есть расслабленность, внимательно слушать, смотреть, какие темы поднимаются, записывать абсолютно все, потому что вариантов нет, с этим придется разбираться. Просто прямо сейчас делать не нужно. И уж тем более, если вот мужья нажимают на красные кнопки, или у мужчин женщины сейчас нажимают на красные кнопки, не спешите рубить с плеча. Ну, вот этот период такой, он обостряющий. Вы поймите, все проходят через это умирание, рождение. Просто те, у кого вот эта мужская энергия проявлена, сильнее держатся за свои убеждения, за свои концепции, в общем, за все свое. Прям вот такая мертвая хватка. А вот эта патриархальность, она настолько сильно прописана, и вот это «хочу, чтобы было по-моему, только так и никак иначе» и так далее. И отпускается очень сложно. Особенно, когда человек вообще не в теме того, что происходит. Период мощный, результат у него будет потрясающий, а проживается вот так вот непросто. И это на фоне классного потока энергии, который в том числе очень такой заботливый, я бы сказала. Но слишком много у нас внутри завязочек. Может быть, видите вот это, но эту тенденцию я давно вижу, она не новая. Знаете, когда человек живет прошлым, но не в плане того, что 80 лет вспоминает, как в 20 лет бегал, недавно видео выкладывали, да, с этим фрагментом. Сам придумал, сам поверил сколько-то времени назад. И несмотря на то, что обстоятельства изменились, люди поменялись, а я продолжаю вот считать, что это так. Ну вот это вот сейчас и вычищается, поднимается на поверхность, чтобы увидели. Просто на себе чаще всего видно плохо. А на тех людях, которые вас окружают, вы можете это заметить. Ну или когда, например, вот додумывание сейчас настолько цветет махровым прям цветом, в таком количестве, когда поговорили или какой-то вопрос задали, и на основании этого аж уже выстроены там прям целые. И если я раньше считала, вот, кстати, особенность, я раньше считала, что додумывают в основном женщины. Но это мы боимся обидеть, это мы боимся расстроиться, это мы боимся потерять близких людей. И, соответственно, вот эта пассивность проявляется тем, что не задаем прямых вопросов, не хотим знать, вот как оно есть на самом деле. Вместо этого вот начинаем в голове крутить, придумать. Я вот это из себя много лет убирала, чтобы вот додумывания не было. По-научному это называется, по психологии, да, когнитивное искажение. А тут я выяснила, что, оказывается, у мужчин этого дофига и больше. Мне казалось, они более прямолинейные.
Просто у них этот механизм работает по-другому. Женщина начинает додумывать из страха. Я это называю катастрофические последствия. То есть произошло нечто пугающее, не сейчас пугающее, последствия пугающие. То есть мы, вообще женщины, да, женщинам свойственно прогнозировать наперед. Это связано с большим все-таки уровнем ответственности. Соответственно, вот еще только нарисовалась гроза, а мы уже вот стоим на стреме, переживаем и просчитываем последствия, хотя здесь не просчитывается. Это все совершенно инстинктивно, эмоционально пугающе, поэтому катастрофические последствия. Событие еще не произошло, а ты уже себе там в голове воздушно-замково настроил, уже испугался, уже вот все это. Это вот механика, как работает вот это додумывание у женщин. Плюс неспособность задать вопрос, чтобы не расстраиваться, не бежать. А вдруг я узнаю правду, да, из этой серии. А у мужчин оказалось это завязано немножко по-другому. Это срабатывает у них на именно вот негибкости и на зависании на каких-то вещах. То есть как будто бы слепок сделал, не знаю, там, версия человека десятилетней давности. И вот он 10 лет продолжает думать и, соответственно, выстраивать свои всевозможные действия, предположения на основании того, как это было 10 лет назад. И когда пытаешься показать, да, что, извините, за 10 лет все меняются, и этот человек тоже изменился, а бесполезно оно отсеивается, да, потому что гибкости нет. Ну, в общем, там механика немножко другая, но я вообще была поражена, насколько оказывается. А поскольку вера у них мощнейшая, да, пробить это совершенно невозможно. Так. Спасибо за эфир, за тему, как всегда, в точку. Так, я сейчас вопросы почитаю, вдруг они там какие-то были. Мне магнезиум рекомендовал специалист для успокоения нервной системы. Но это все равно надо ходить к врачу. Я вот не за самолечение. С картами засада 12 тысяч прокатились. Угу. В Казахстане подвисает YouTube. А у вас-то что подвисает? Ну, я просто знаю, что те, кто вот сидит в запретграмме, да, они не понимают, почему мы Инстаграм называем запретграммом, потому что это запрещенная в России организация, ее произносить вслух нельзя, чтобы не сказали, что ты привлекаешь туда людей. То есть пользоваться можно, а пропагандировать, рекламировать нельзя. Ну, то есть там столько много разных нюансов, в которые вникать совершенно не хочется, поэтому вот используешь какие-то кривые слова. Но самое главное, что они без VPN не работают. YouTube без VPN в России не работает, Facebook без VPN в России не работает, Instagram не работает. 2 из них – это запрещенные в России террористические организации, а YouTube просто ограничен за нарушение правил. Все. Ну, просто кому-то, кто не сталкивался с историями, да, я, находясь в Латвии много лет, с 22 года я пользовалась точно так же VPN, но с другими штуками, с другими совершенно целями. Для того, чтобы зайти на российские сайты, для того, чтобы зайти в «Контакт», в «Одноклассники», которые являются пропагандистскими и запрещены там. Поэтому для меня вот с 22 года ситуация не сильно поменялась. Просто поменялись сети, в которые я захожу через VPN и, соответственно, страны, которые используешь для подключения. То я для того, чтобы в российские места заходить, использовала. Теперь я использую для того, чтобы зайти куда-то за рубеж. Плюс еще санкции. На некоторые сайты банально зайти не можешь, не из ограничений, наложенных там Россией, интернетом и так далее, а потому что, ну вот, американские санкции. Программы не работают. Вот кто ЖПТ пользуется, да, чатом GPT, он не работает в России, пока ты не воспользуешься VPN и иностранными сервисами оплаты. Ну, в общем, это совершенно другая реальность, пока ты в нее не кунулся. Мне просто повезло, да, я и с одной стороны была, видела, как это происходит, и с другой стороны. У меня картинка шире, но она только чуть-чуть шире. По той простой причине, что ну, это был очень богатый опыт, потому что я понимаю, что если ты не жил в стране какое-то время, ты не имеешь никакого морального права судить о чем-то, потому что ты банально не понимаешь, что там разворачивается, как это происходит. Точно так же, как те, кто находится, допустим, в Москве или, не знаю, там в Сибири живет, он понятия не имеет, что происходит вот в приграничных регионах и насколько это
трэшово. Сталкиваешься с этим в повседневности, в быту, да? Как только вышел из дома, ты без связи, все. Причем на постоянку. Это не говоря уже про прилеты и всякие штуки. Причем неважно, с какой стороны ты находишься, да, это везде универсально. Приграничная зона. Жили ли мы когда-то раньше в такой реальности? Нет. Но нужно понимать, что человек, который находится в такой реальности, у него реальность очень сильно отличается. Я недавно разговаривала с подругой из-за рубежа. Что-то к слову пришлось, что, говорит, правда, что ли? Я говорю, да. Ну, то есть люди не знают, не владеют информацией. Для того, чтобы владеть, ей надо погруженным быть в тему. А кому хочется в это негативное такое погружаться? Так что у нас реальности разделились, плюс нас пытаются разделить вот в плане взаимодействия между собой. Вынуждая, да. Но пока есть возможность, вот выходим везде. Потому что я считаю, это путь в никуда, если те, кто живет на территории России, останутся в своих сетях, те, кто живет за границей, остаются в тех сетях. Соответственно, это вот этот момент у нас будет у всех очень сильно еще более ограниченная, усеченная картинка. Нужно взаимодействие, нужно видеть взаимосвязь, нужно коммуницировать. Ну и взращивать в себе нетолерантность, которое слово испоганили, да, а вот это допущение, принятие, что другой человек может верить в другое, чувствовать иначе. Мировоззрение у него другое совершенно. У меня вот эта часть не сильно проработана. Есть вещи, которые прям цепляют личностно. Периодически всплывает. А потом, знаете, какая еще есть тема? Ну, раз мы уже чуть в болталку ушли. Вот я говорю про сакральность. Прям хожу, я, в отпуск, правда, уехала, не стала про нее думать. Это сакральное, женское. Я вот не раз меня пихали в тему сакральности, сейчас просто не до этого, но туда нужно нырять глубоко лично мне. Что такое сакральное? Что такое святое либо священное для человека? Это же про ценности внутренние каждого. Просто это может быть чисто твоя ценность какая-то, да? А может быть нечто общее для большого количества людей. И тогда мы вешаем слово «сакральный», «святой» и «священный». Такие вот прям объемные понятия и состояния. И нет готовых рецептов никаких абсолютно. Потому что я сейчас вижу, например, да, вот эту противоположную картинку. Там, где нет сакральности, там, где нет святости. То есть отсутствие. Но словами у меня пока не получается сформулировать, допустим, а что есть сакральность. Я вижу, где она у меня есть, я вижу, где она у кого-то отсутствует, но вот, например, слова перевести для того, чтобы это озвучить, у меня пока не получается. Ну, то есть оно, интуитивное ощущение есть, а слов пока подобрать не получается. То есть не распаковалось. Но там прям глобальный какой-то большой такой смысл есть. В общем, много разных ниточек, которые так вот за это время повсплывали на фоне такого ядерного, я бы сказала, лета, с которыми еще работать и работать, но я еще не до конца для себя вот уяснила вот это перестроение. Мы с вами говорили, да, последних... Сейчас посмотрю, как последний разговор на диване назывался. Пока у меня сайт открыт. Пересборка июля, но это было про мужское, женское, про отношения, то, что было между небом и землей. Вот тогда процесс налажен был, и вот оно до сих пор пакуется, и не все еще додумалось как-то перевести вот в реальную работу, хотя перестраиваем уже много чего. Ну, в общем, тут много всякого происходит. Я вот пропустила, нужно научиться наушники носить с собой, как молодежь. Наушники нужно научиться, как молодежь, носить. Ну, хотя бы потому, что если вы хотите что-то послушать. С другой стороны, порадуйтесь, да, что вы не как те бабульки, которые едут, бабульки в кавычках, конечно, едут в метро или там в транспорте, да, у них телефон вовсю орет, и слушайте все остальные. Тут недавно с Марисом на метро катались, я прям поразилась, что оказывается так. Или когда во всю глотку орут. И не потому, что со слухом плохо, да, а просто такая вот манера разговора, и вообще не обращает внимания, что публичное пространство, много людей, что кого-то это может напрягать, отвлекать и так далее.
Очень интересно. Вот я говорю, слишком много всякого вот сейчас увидела, систематизировать не буду, мне бы старое переварить, вот то, что между небом и землей обсуждали, да, потому что какой-то элемент был потерян, но сейчас вот встраиваем. То есть начали мы с вот этого цикла медитации, получается, разговор со своей душой, именно про, что ты не один во всех этих процессах, в этой тюрьме жизни, да, как ее называют, на самом деле никакая это не тюрьма, что ты здесь не один, идешь рука об руку, и, соответственно, вот выстроить коммуникацию, взаимодействие, понимание своих высших частей – это первично, а потом все остальные инструментарии для трансформации, проработки личности, они уже вторично. Все равно вот это первая часть. Иначе мы утыкаемся в тему саморазвития, где ты развиваешься, но нифига особо ничего не меняется. Только с курса в курс, с темы на тему какие-то ходишь. Вот эту часть сейчас говорю и прям накрывает. Но вот эту часть реализуем, а дальше там посмотрим. Ну и в любом случае просто открытых трансляций на поболтать именно будет меньше, но будет трансляция, они же, да, они в принципе бесплатные, потому что курс-то бесплатный, но просто они не вот так вот открыто, мы их оформляем в виде курса, чтобы было домашка, чтобы можно было отмечать, сегодня помедитировал, сегодня тут упражнение сделал и так далее. А то в последнее время прям на курсы заходят, говорят, о, тут, оказывается, работать надо. Я все не могла понять. Ну, потому что мы на открытых трансляциях чисто разговариваем, а что, оказывается, нужно работать, и нужно еще писать, что-то делать. Это удивляет. Вот после таких курсов удивления не будет. И домашка есть, и дневник есть, и поговорить есть о чем, и медитация, упражнения и так далее. Чуть-чуть формат сдвигаем. Мы как раз разводимся в период коридора, муж съезжает, отпуская. Ну, удачи вам с отпусканием, потому что все равно, да, даже если инициатор вы, это не сильно так легко. Все равно что-то периодически будет щелкать, подниматься. Хорошее слово «отпускаю». Отпускаю свободное плавание. Как там Хопопона было, да? Благодарю, люблю, благодарю, отпускаю. Вернее, отпускаю с любовью. Все. Так, ну что? С словами вообще проблема больше не отражают, они плоские. Слова стали плоскими. Но вот это, кстати, тема, да, уста Бога. И в Библии, да, в начале было слово. И в свое время, да, всякая разная литература, которая нью-эйджевская пришла, там было наука изреченного слова. Вот это все потерялось. А на самом деле, да, слово, звучание, вибрация, которая стоит за словами, когда ты через голос, через то звучание, которое идет изнутри, транслируешь вот это свое вибрационное, насыщенное состояние, это прям горы сворачивает. И вот мы сейчас к этому подходим. Все, я ушла куда-то. Мы сейчас с вами к этому подходим. Да, но опять же, на словах это будет звучать очень плоско. О, я теперь Бог. Слушайте, как там был? Слушайте меня, бандерлоги. Помните? Мульт советский про Маугли. Там же очень классно было это отрисовано. Вот из этой серии почему-то сразу превращается вот в это. А ответственность за чистоту своего внутреннего звучания корова языком слизывает. И остается только вот эта внешняя картинка. Слушайте меня, бандерлоги. Делайте, как я сказал. Соответственно, чем больше глубины звучания внутри, тем больше, да, воздействия на то, что вас окружает. Но поскольку ты взял ответственность свою на себя, точнее, вернул ее себе, ты перестаешь вмешиваться. Близких строить, подстраивать их, пытаться втиснуть. Почему? Потому что это совсем другой уровень понимания, мудрости и так далее. Вот в эти темы продолжим заходить. Ну, они рвутся сами. Я вообще про это не думала говорить, оно само идет. Но потому что это вот важнейшая часть, которая, как я считаю, потерялась. Для меня это стало, я бы сказала, ударом. Вот летних этих чтения комментариев в ответ на те статьи, ударом не то, что у людей потерялось, ударом, что даже я как-то перестала про все это говорить.
Хотя раньше очень много говорили. Но это вот мое заблуждение, моя иллюзия, что раз столько всего сказано, все это написано, а кому надо, найдет, почитает. Не найдет и не почитает. Все, на этом я с вами попрощаюсь. Всем классного коридора затмений. Расслабляйте нервную систему, помогайте энергию проводить. Я вам напомню одну из базовых практик, когда мы спускаем вечером неиспользованную, не растраченную энергию вниз, просто чтобы она свободно протекала. Здесь, наверное, главное про точность. Вот и нервную систему для этого, и шейные позвонки, и поясничный отдел расслабляем для того, чтобы вот это, пусть оно протекает, ну, если вдруг что-то всплывает, поднимается, просто фиксируем и идем заботиться о себе. Фиксируем и идем максимально заботиться о себе. О себе не позаботьтесь, себя не начнете беречь, да, на выходе вот раздрай, шатание так. А трансформационные темы мы с вами разберем тогда, когда вот будет поспокойнее. Сейчас задача максимальная забота о себе, не впадать в эти состояния распятия и жертвы и трансмутировать в любовь, в любовь, в любовь, в любовь. Все есть любовь. И даже это. Хотя в этот момент оно таким не кажется. Все, дорогие мои, на этом я с вами попрощаюсь. Всем огромное спасибо. Рада была увидеться. Перерывчик у нас не в трансляциях, да, именно вот в открытых был большим. У меня с моего возвращения, по-моему, уже 4-5 лет трансляции было, поэтому я уже наговорившаяся, но при этом, при всем, вот открыто давно не виделись. Все, всем приятного и максимально гармоничного сентября. Пока-пока. Так, а кто в записи вспомнил, кто смотрит трансляцию в записи, соответственно, с вас в обязательном порядке комментарий. У нас есть расплата, да, валюта обмена. Я вам трансляцию, вы комментарий. Потому что те, кто участвует в трансляции, они много комментариев пишут. Поэтому все, кто посмотрел, с вас тоже комментарий. Все, пока-пока.